Как вы думаете, большинство людей во сколько принимают решение прекратить свою сексуальную жизнь? Мужчины и женщины говорят о том, что после 55 лет мужчины уже не могут, потому что у них деформируется тело, образуется живот, с половым членом возникают проблемы, а у женщин наступает менопауза. У них тем более падает либидо, с их слов, появляется сухость во влагалище, и, собственно говоря, секс – это не первое, чем нужно заниматься. Как правило, это касается тех пар, у которых была сексуальная аверсия. Что это такое? Большинство женщин, так и не испытав оргазм, особенно те женщины, которые более старшего возраста, уже махнули рукой и говорят о том, что я в молодости это терпела, а сейчас у меня есть законное основание прекратить это, и вот тогда случается диссонанс. Если у мужчины сильная половая конституция, он начинает страдать, потому что у него моральные убеждения не позволяют пойти искать кого-то. Но и опять же, ЗППП никто не отменял. Это заболевание, передающееся половым путем. Это естественный страх у человека, и у мужчин и женщин. Вполне себе благополучные люди болеть могут и сифилисом, и СПИДом. Это не то, что те элементы, которые ведут беспорядочную половую жизнь, и у них это написано на лице. Поэтому люди в парах боятся элементарно заболеваний. Вот именно те пары, которые не очень-то занимались сексом, они прекращают заниматься после 55. И я настоятельно рекомендую посмотреть вам сериал «Половое перевоспитание», где показана, на минуточку, 80-летняя любовь. И сняты очень красиво кадры из сексуальной жизни именно людей старшего возраста. И артисты сыграли гениально. Все видно на лице, какие эмоции они испытывают, как наслаждение им приносит вот этот омолаживающий эффект. На самом деле моя подруга-психиатр говорит о том, если уж вы не можете учить языки, занимайтесь хотя бы сексом. Почему она так говорит? На конференциях очень много говорят о том, что когда вы регулярно занимаетесь сексом и продолжаете им заниматься в более старшем возрасте, то это профилактирует нарушение памяти и мышления. Что происходит после 55? Это я тотально вижу на приеме. Когда человек приходит и говорит, я вроде бы что-то сделал, я забыл, я что-то хотел. Вот банально, пошел ключи оставил, на автомате все сделал. Рассосредоточенное внимание еще на самом деле выходит и тут же забыл. То есть появляется память золотой рыбки. 3 секунды помню, потом все растворилось, и я про это забыл. Вот занятия сексом, они значительно улучшают кровообращение головного мозга и повышают возможность вашу запоминать. Тут вам решать. Либо вы учите языки и решаете кроссворды, либо получаете удовольствие и опосредованно тоже влияете на свой головной мозг. И на самом деле те пары, которые занимались активно сексом в юности и в более зрелом возрасте, они и в старший возраст переходят с активной, жизненной и сексуальной позиции. У меня приходят пары, которые поженились в 72 года, и они говорят, у меня никогда не было такого фееричного секса. А что может мешать заниматься сексом? Функция рождает орган. То есть, чем чаще вы занимаетесь, тем чаще у женщин выделяется смазка даже в старшем возрасте, тем проще у мужчины может возникать эрекция. Даже у некоторых возвращаются ночные и утренние эрекции. Понимаете, вот эта функция, она возрождается. И вот эта пара 72-летняя, у каждого из них был перерыв в сексе 15 лет. Я всегда говорю о том, если даже вам осталось жить 2 понедельника, вы можете их прожить, как вы их хотите. Вы можете стать лучше относительно себя вчерашнего уже сегодня. Но все-таки коснемся, что испытывают люди старшего возраста, занимаясь сексом. Банально изменение опорно-двигательного аппарата. Не все позы можно себе позволить. Например, вот для чего Камасутра была создана? Камасутра была создана для правильной биомеханики. Посмотрите картинки. Это никак не для разнообразия, а для того, чтобы вульва полностью контактировала с половым членом. Это как раз показано людям шпаргалка. Если женщина не испытывает оргазм в этой позе, если у мужчины падает эрекция вот в этой позе, попробуйте, люди, вот так и вот так. То есть это руководство к действию для того, чтобы оба человека получили, так, наконец, наслаждение. Потому что нет предела совершенству. И люди в древности уже понимали, что это ресурс для человека. Итак, изменение опорно-двигательного аппарата, когда вы уже не можете делать так, как делали в более раннем возрасте, использовать те позы. Суставы не так поворачиваются, спина где-то болит, гибкость уменьшилась, подколенные сухожилия уже стянулись.
поэтому не могут уже так растягиваться. Есть анатомические подушки, которые специально для секса. Ну, я думаю, что это больше маркетинговый ход, а вы можете использовать любые подушки для подкладывания, для того, чтобы ноги облокачивались. Потому что что получается? Любая неудобная поза вызывает дискомфорт. Когда дискомфорт, возбуждение падает. Второе, то, что может быть, это сухость у женщины. Здесь смазки в помощь. Единственное, на водной основе, потому что они хорошо всасываются, и желательно брать смазку гипоаллергенную. Третье, это недостаточная эрекция. Но тут есть выход. Если в юном возрасте у мужчины в основном на сексуальный стимул эрекция, то в старшем возрасте у него больше рефлекторная эрекция. Что надо делать? Раздражение внутренней поверхности бедра, раздражение области основания пениса, потому что многие мужчины не головка чувствительная, основание пениса и ствол. Массаж яичек, массаж крестцового отдела, и еще массаж висцеральный. Это массаж висцеральных органов, когда у мужчины улучшается кровообращение в малом тазу. Что касается женщин, то женщины всегда с охотой откликаются, если к ним подобран правильный ключик. Ну и резюмируя все вышесказанное, есть прекрасные, гениальные фильмы, которые показывают, что сексуальная жизнь в возрасте продлевает и жизнь, продлевает и положительный эмоциональный фон. И получают люди прекрасное удовольствие, улыбка не сходит у них с лица, они начинают кататься на велосипеде, они начинают ходить на танцы, петь в хоре. Это все происходит плюс к половой жизни. Я желаю вам сохранять долго сексуальное удовольствие. Спасибо за просмотр ролика.